Мама просто помешалась на этом Гаврилове. Ну и пусть. Хоть один раз в жизни женщина должна сойти с ума. Тайком мчаться на свидание, терять голову. И каждый раз умирать при виде любимого человека. Что-то я не помню, что ты мчалась ко мне, умирала. Но у нас с тобой все по-другому. Просто я тебя женил на себе в 2 счета. Вот и все. Учись, Танька, вот так надо завоевывать счастье. Да, большое счастье. Господи, ну хоть бы ей на этот раз повезло. В конце 60-х эта статная темноволосая провинциалка приехала в Москву и стала одной из любимейших актрис столичных режиссеров. Спектакли и съемки Натальи Назаровой были жизненно необходимы. Без профессии, как без воздуха, она существовать не могла. 1989 год в одночасье изменил судьбу женщины, в очередной раз доказав, что от славы до забвения один шаг. Наталья Ивановна родилась в июне 1949 года в Алма-Ате. Ее папа служил военным летчиком. Мама была бухгалтером. Наташа училась в Алма-Атинской средней школе и, как многие девочки той поры, мечтала стать актрисой. Когда пришло время выбирать профессию, она отправилась в столицу. По конкурсу девушка прошла в Щепкинское училище. После первого курса студентка перевелась в другой театральный вуз – в школу-студию МХАТ. Курс, на который зачислили Назарову, пестрел известными фамилиями. Среди ее однокурсников были Людмила Поргина, Ирина Акулова, Борис Щербаков, а во главе талантливой молодежи стоял ведущий педагог-мхатовец Павел Владимирович Масальский. В 1972 году плеяда звездных выпускников студии пополнила ряды Московского художественного театра. Карьера Назаровой шла как по маслу. Режиссеры МХАТа обожали артистку за яркую харизму и искреннюю экспрессию. В спектаклях она переиграла всех характерных героинь. В постановках по пьесам Рощина, Горького, Вампилова и Салтыкова-Щедрина ей, как никому другому, удавалось рассмешить публику. Наталья Ивановна очень переживала, что люди видят в ней исключительно комическое начало. Однажды режиссер-постановщик уступил ее горячим просьбам и при распределении назначил артистку на серьезную драматическую роль. Попытка сменить амплуа потерпела фиаско. Трогательная героиня Назаровой, призванная вызвать сочувствие, получила шквал искреннего хохота. Разочарование было настолько большим, что актриса на полном серьезе собиралась свести счеты с жизнью. К счастью, этого не произошло. Фильмы. Из 4 десятков киноролей у Натальи Ивановны не найдется ни одной главной, но персонажи, которых она исполняла, прочно засели в зрительской памяти благодаря их темпераментной подаче. Сниматься артистка начала параллельно с приходом в театр, но первая по-настоящему развернутая работа ожидала ее только в социально-исторической ленте Игоря Масленникова «Сентиментальный роман». О! Здорово! Ну-ка, помоги-ка ей. Она мне кровать достала, дорогой товарищ. Давай. Заноси. В уголок ее. Все тебе достану. Вот так. Все достану. Не базарь, не базарь. Через год Назаровой выпал шанс попасть на съемки к Никите Михалкову. Режиссер экранизировал ряд рассказов Антона Павловича Чехова под общим названием «Неоконченная пьеса для механического пианино». В фильме для молодой актрисы нашлась подходящая роль юной помещичьей дочки Верочки Щербук. После некоторой подготовки вам будет представлена поляна и лесной властелин на ней. Лохудры, свистать-то не разучились еще. Вот рожки. Не, не надо, это пустяки, это мы сами, или я, или дочь, это пустяки. В тот же период Наталье посчастливилось соприкоснуться с творчеством Василия Шукшина. Она исполнила небольшую роль ресторанной гостьи в мелодраме «Позови меня вдаль светлую», сценарий которой написал Василий Макарович. Параллельно артистка сотрудничала с легендарным Петром Фоменко. В его лирической комедии о поздней любви «Почти смешная история» Назарова исполнила привычную для себя роль надоедливой соседки главного героя. Пап, а рыбные котлеты будешь есть?
Ой, гениальный рецепт. Рыбные котлеты из морского окуня. Вы берете филе морского окуня, окунаете его в масло. Поменяйте ваше бра на филе, филе сдайте обратно. А товарный чек, если он у вас сохранился, отнесите домой. Я побежала. В 1978-м Наталья Ивановна попала на съемки детектива по роману братьев Вайнеров «Лекарство против страха». В криминальной экранизации ее персонажем стала ограбленная злоумышленниками сотрудница газовых служб и по совместительству обладательница сберкнижек и драгоценностей Екатерина Почкалина. А что же, мне драться с ними, что ли? Ну, драться ни с кем не следует. Только я думаю, что если кто-нибудь попытался изъять вашу зарплату в котельной, вы бы ему глаза вырвали. Это как же вас понимать, значит? По-вашему, выходят жулики, как говорится, право? Ни в коем случае. Просто вы не хотите меня понять. Жулики эти и мысли не допускали, что вы живете на зарплату кочегара. А вы моих денег не считаете. Я по закону живу, не нарушаю. В мелодраме Леонида Минакера «Молодая жена» героини Назаровой зрители испытали противоречивые чувства. В самом начале женщина вызвала резкую антипатию, которая к концу фильма переросла в жалость. Ведь за грубостью, навязчивостью и злоязычием сельской продавщицы Тамары просто скрывалась боль одиночества. Тапки белые пора покупать, а вы все комбинашки перебираете. Давайте, закрывайся, я уходите. Вот вам мыло, уезжай за товаром. Все. Купим и пойдем. С Минакером Наталья Ивановна еще раз встретилась в 1980-м. Совместным проектом режиссера и актрисы стала драма о трудных подростках «Последний побег». Криминальная тема в творчестве Назаровой нашла свое продолжение в работе «Ночное происшествие». Здесь артистка снялась в роли Зинаиды Симуковой, дамы сердца таксиста Воронова. Скажите, пожалуйста, Степан Воронов дома? Уехал утром. Куда? В дом отдыха в Крым, отпуск у него. Простите. Простите, мы из милиции. Что еще натворил этот уголовник? Ничего, я не знаю. Сатирическая комедия «Старый Новый год», в съемках которой участвовала артистка, явилась ничем иным, как переносом на пленку мхатовского спектакля. Чтобы обеспечить успех новому проекту, создатели телевизионной версии почти не изменили актерский состав. Ну ты чё, Клавка-то у нас счастливая? Ну ты чё счастливая? Господи, вот бывает людям счастье. Я на кухне никак не налюбуюсь. А громадная, прям как в нашей больнице операционной, ей-богу. Я ведь дураку своему тоже говорила. Подождем брать, дальше квартиру будет лучше, а въедешь, ради потом чего выпросишь? А тут одна кухня. Ну, сейчас. Мы подали на улучшение. Другим улучшают, теперь нам пускай трехкомнатную дают. Своеобразной кульминационной точкой кинокарьеры стало появление Назаровой в мелодраме Петра Тодоровского «Любимая женщина» механика Гаврилова. Ну что ты? У тебя семья, муж хороший. Хороший. А что в нем хорошего? Зарплата. Дай Боже, его в 2 раза получаю. Какой в нем толк? Никакого ни днем, ни ночью. Ну, Люсь. Ой, В картине актриса играет парикмахера Люсю, подругу главной героини в исполнении несравненной Людмилы Гурченко. Примечательно, что Наталья Ивановна не стала бледной тенью Людмилы Марковны, а сумела красочно преподнести материал, ни в чем не уступив примадонне советского кинематографа. А куда она обращалась? Она обращалась в равно сначала. Во второй половине 80-х комедий в жизни артистки становилось все меньше. Один из последних смешных фильмов с ее участием – это «Мисс Миллионерша». Да кому он такой тюфяк нужен? Примери мои платья из Италии. Ой. Ой. Не слишком.
Далее юмор уступил место социальным драмам, таким как «Сын», «Куколка» и «Трудно первые 100 лет». Слушай, Оля, а если электричество отключат? Что? Ну, электричество, если перегорит-то, как жить будет? Личная жизнь. Актриса была замужем один раз. Ее избранником оказался театровед Вячеслав Абросов, с которым они поженились, едва окончив вуз. Внешне брак выглядел благополучным. Тем больше неожиданностью для окружения пары стал стремительный развод. Причины расставания супруги не афишировали. В 1989-м с Назаровой произошло несчастье. Возвращаясь домой в темное время суток, актриса неподалеку от своего дома подверглась нападению. Неизвестный ударил ее по голове. Год Наталья провела на больничной койке, но полностью восстановиться у нее не вышло. Травма привела к серьезной болезни, из-за которой пришлось распрощаться и с театром, и с большим кино. Сегодня актриса живет одна в маленькой квартирке на окраине столицы. Детей у нее нет и никогда не было, да и близких родственников осталось совсем немного. Самочувствие женщины требует регулярного медицинского наблюдения, поэтому обратно в профессию дорога закрыта. Главным увлечением артистки стало рукоделие, которым она скрашивает свой досуг. Пожелаем же Наталье Ивановне здоровья и долгих лет жизни. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.